Всем привет! С вами Татьяна Шумилина. Сегодня я покажу вам, как связать крючком вот такой очень красивый, очень плотный узор для сумки либо рюкзака. В принципе, этот узор можно использовать не только для сумок и рюкзаков, можно использовать и для ковров, и для корзин, и для каких-то декоративных салфеток. Но надо учитывать, что этот узор получается очень плотным и таким толстым. Я для вязания буду использовать хлопковый шнур толщиной 3 мм с сердечником от производителя Бугетта. Ссылочку на продавца оставлю в описании. Крючок возьму номер 5,5, и для этого узора я рекомендую брать крючок на пол размерчика больше, чем вы берете обычно. Обычно я этот шнур вяжу пятерочкой, сейчас возьму 5,5. Узорчик вяжется поворотными рядами, обычными полустолбиками с накидом. Сейчас покажу все подробно. Для образца я набрала 10 воздушных петель и 2 воздушные петли подъема, итого 12. Далее делаю накид и с третьей петли от крючка начинаю вязание. Ввожу крючок, вытягиваю петельку. Далее петли не провязываю, делаю накид и ввожу крючок в следующую петельку, вывожу петлю, и теперь все 5 петель, которые у меня сейчас на крючке, провязываю одновременно. Далее делаю накид, в эту же петельку, в которую мы провязали последнюю петлю, ввожу крючок, вытягиваю петельку. Далее накид, из следующей петли также вывожу петельку. Далее снова у нас 5 петель на крючке, провязываем их вместе. Теперь снова накид и снова в эту же петлю. Еще один накид и в следующую петлю. Далее 5 петель провязываем вместе. И таким образом вяжем до конца ряда. Последнюю петлю цепочки провязываем полустолбиком с накидом. Все, первый рядочек мы провязали. Делаем 2 воздушные петли подъема и переходим ко второму ряду. Во втором ряду мы будем захватывать петельки вот таким образом. Делаем накид, вводим крючок не как обычно вот под эту петлю, а пониже, вот сюда захватываем еще вот эту вот петельку промежуточную. Вывели петлю, сделали накид и захватили в следующей петле, в следующем столбике точнее, эти же самые петли. То есть смотрите, я захватываю 3, получается 3 петельки, 1, 2, и вот она третья. 5 петель провязываем вместе. Далее снова накид, в эту же петлю, накид, в следующую петлю. И так далее. Подходим к концу ряда. Здесь остается у меня вот здесь одна горизонтальная петля и 2 петли подъема. Значит, делаем накид, крючок в эту же петлю, далее снова накид и крючок вот сюда между петлями подъема и первым столбиком предыдущего ряда. Так, провязали. И теперь делаем накид и провязываем соединительный столбик, точнее полустолбик с накидом в воздушные петли подъема. Все, тем самым мы завершили ряд. Вот здесь вот, если мы пересчитаем петельки, то у нас их должно получиться такое же количество, как в нашей наборной цепочке. У меня было 10. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-я это воздушная петля подъема. 10. Далее 2 воздушные петли и переходим к третьему ряду.
Так, провязали третий ряд. Снова можно пересчитать петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 воздушная петля. Вот такой вот получается очень красивый и очень плотный узор. Выглядит с обеих сторон одинаково. Я надеюсь, что мой видеоурок был для вас полезен. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.